Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я закончила эту кофточку со смещенным регланом сверху и с облегающей треугольной горловиной. Смещенный реглан, некоторые называют реглан-чайка, некоторые называют японка, еще называют мексиканский стиль, еще можно назвать с треугольной кокеткой. И кому как больше запоминается, вот так мы называем. В смещенном реглане, вот видите, у нас кокетка получается на вид как треугольная форма. А на самом деле эта кокетка получается четырехугольная. И регланная линия у нас проходит в центре переда, и со спинки в центре спинки, и верхняя линия рукава. Друзья, у меня на канале есть серия мастер-класса «Как вязать смещенный реглан». И там я теоретически объясняю и подробно показываю на практике. В смещенке, друзья, горловина получается по-другому. Она получается пошире и не очень такая глубокая. И мы на этой форме оформляем росток только на спинке. Разработала вот такую форму, друзья. И здесь у нас вот горловина получается вот такая треугольная, облегающая. И как мы оформляем эту горловину, друзья, у меня тоже на канале есть отдельные видео мастер-классы, которые полностью и теоретически объясняются, и тоже на практике подробно показано. И мне остается только ознакомить дальнейший ход вязания, друзья. И на всякий случай расскажу от и до вязания этой кофточки. Давайте начнем с горловины. Вот у меня облегающая треугольная горловина. И этот размер горловины подойдет почти всем, друзья. Здесь самое главное, мы учтем размеры головы, чтобы голова спокойно могла пройти.
И вот видите, горловину мы провязывали резинкой 1 на 1. И в первую очередь, друзья, когда мы начинаем вязать горловину, обязательно мы здесь оформляем вот треугольную форму горловины. На общее количество петель горловины добавляются еще петли, которые мы здесь добавляли при оформлении треугольности горловины. Петли готовой горловины делим на 3 части. И из этих 3 части одна часть будет спинная часть и 2 части будет передняя часть. И здесь образуем соответствующий росток. Росток образуется и на обе плечевой части, и на спинке, и по переду, друзья. Когда мы закончим росток, когда у нас готова будет форма нашей треугольности горловины, вязание пойдет по кругу, и мы начинаем оформлять полноценно все 4 регланные линии. И здесь как мы образуем росток, все у меня есть мастер-класс видео на канале. И когда мы начинаем оформлять кокетку, друзья, мы будем учитывать длину кокетку соответственно нашему размеру. Определяем длину кокетку, друзья, начиная горловины спереди. Будем мерить таким образом. Кофточку размер 52-54 и соответственно длина кокетки 25 сантиметров. Если хотите большего размера, значит вы можете удлинить длину кокетку 27-28. Если хотите поменьше размера, значит вы вяжете кокетку короче и можете приступить к образованию подреза. Еще здесь можно будет увеличить размер при добавлении петли подрезе. У меня добавлено 8 петель в подрезе, друзья. Хотите увеличить размер, значит можете здесь добавить петли больше, например 12 или 14. Даже можно по размеру 20 петель. И соответственно у вас размер спокойно увеличится. И, друзья, когда у нас кокетка готова, мы общие петли кокетки посчитаем и будем разделить эти петли по частям кофточки. Это для спинки, для обе рукава и поперед. И как разделить, и как посчитать, я даю стандартные расчеты для смещенного реглана. И это у меня рассказано в той видео мастер-класса вязания смещенного реглана. Спинка 109 петель получилось, на рукава по 79 петель и наперед 115 петель. И на всякий случай даю вам размеры в сантиметрах. Может кому-то понадобится. Длина кокетки в углах 36 сантиметров. А длина кокетки по проекции проймы, друзья, 25 сантиметров. Ширина кокетки на уровне подреза 48 сантиметров. И полуокружность груди 52-53 сантиметров. Длина рукава с начала горловины до конца манжета 78 сантиметров. Значит, после кокетки нам придется вязать 42 сантиметра. И ширина рукава, полуокружность 19 сантиметров в области плечи.
а в области перед манжетом 15 сантиметров. И рост этой кофточки 66 сантиметров.